Здравствуйте! Этим видео я хочу открыть рубрику «Ответы на вопросы». В своем ролике «Немецкая овчарка или бультерьер» и в третьей части фильма «Боевой инстинкт» я озвучил информацию о том, что старотипный белый бультерьер является предком всех немецких овчарок, а также то, что первым звеном в создании породы немецкая овчарка были гибриды волка и белого бультерьера. После этого я получил много писем с вопросами касаемо этой темы. Практически все они относились к окрасу шерсти первых немецких овчарок. И это неудивительно, ведь генетика окрасов – это самый изученный раздел генетики собак. Я дам ответы на все полученные вопросы, собрав их в одном видеоматериале. Начну я с упоминания о том, что современная история кинологии сохранила информацию, что первые немецкие овчарки, показанные бароном фон Книге в 1882 году на выставке в Ганновере, были кобели Грейф и Кирос. В некоторых источниках их окрас описывается как светло-серый, но более подробная информация, дошедшая до наших дней, указывает на то, что Грейф был белым, или точнее сказать, он был грязно-белого окраса, а Кирос серо-белого. И здесь есть один очень интересный момент, который касается этих двух кобелей. Начнем с Грейфа. Сразу же возникает вопрос, что имели в виду специалисты, дающие характеристику его окраса как грязно-белый. Исследуя этот вопрос, можно прийти к двум вариантам ответа. Первый – это то, что грязно-белым считается белый цвет с присутствием оттенков других цветов. В случае с Грейфом нам понятно, что это именно серый оттенок. А второй ответ отображается в слове «шламфлейкей», которое с немецкого дословно переводится как «грязевые пятна» или «запятнанный грязью». Здесь имеется в виду, что на белом окрасе разбросаны мелкие вкрапления других цветов. В случае с Грейфом это вкрапления серого цвета. Теперь перейдем к кобелю по кличке Кирос. Его окрас в источниках информации сохранился как серо-белый, но нет никакого конкретного описания, что означает это определение. То ли это белый цвет шерсти с другим оттенком, то ли это белые пятна на сером фоне. В истории не сохранилось абсолютно никаких материалов с четким описанием окрасов Грейфа и Кироса. Нет фотографий, дошедших до наших дней. Ясно лишь одно – это были два кобеля совершенно разного окраса, поэтому и описаны они по-разному. Один грязно-белый, а другой серо-белый. Но очевидно то, что речь идет только о смешении двух цветов шерсти – серого и белого, и никаких других. Как я говорил ранее, первое звено при создании породы немецкая овчарка были гибриды волка и белого бультерьера, как сейчас принято говорить, волкособы. Поэтому мы и находим в разных источниках информации, что окрас серых немецких овчарок в те времена называли волчьим. Опираясь на научные исследования генетики окрасов, мы понимаем, что начиная со второго поколения использование гибридов волка и белого бультерьера в дальнейшей племенной работе могло появиться потомство с любой комбинацией волчьего окраса и белого цвета. Из истории мы знаем, что в начале своего развития у немецких овчарок встречался окрас с большими белыми пятнами, так называемый пеги-окрас. А благодаря Максу фон Штефаницу сохранились фотографии пегих немецких овчарок тех времен. Безусловно, по фотографиям мы не можем определить, какой именно разновидностью белого цвета являются белые пятна этих собак. Но мы можем предположить, что окрас пегих собак из фотоархива Макса фон Штефаница был обусловлен наличием гена S-White у их предка белого бультерьера, окрас которого принято называть крайней пятнистостью. В процессе развития породы пегих немецких овчарок исключали из племенной работы как обладающих нежелательным окрасом, и по истечении многих поколений он перестал проявляться. Теперь то, что касается немецких овчарок полностью белого окраса. На сегодняшний день принято считать, что первые полностью белые немецкие овчарки обладали окрасом, который принято называть рецессивный рыжий, в котором рыжий пигмент стремится к нулю. Цвет шерсти собак с таким окрасом также называют белесым. Но это можно считать более вероятным вариантом, но не стопроцентным фактом, потому что полностью белый окрас немецких овчарок тех времен вполне мог быть обусловлен различными комбинациями, и с крайней пятнистостью белого бультерьера в том числе. А по фотографиям белых овчарок, дошедших до наших дней, никаких точных определений мы дать не можем.
У нас нет генетического материала, чтобы провести исследования. Мы не можем исследовать ни шерсть, ни кожу собаки, чтобы классифицировать, к какому варианту из 3 ныне известных относится белый цвет шерсти. Здесь стоит отметить, что когда учредители СФАУ в 30-х годах прошлого века, являясь сторонниками нацистской Германии, исключали белый цвет шерсти из стандарта немецкой овчарки ввиду идеологических соображений, они и понятия не имели, к наличию какой разновидности относится белый цвет шерсти этой породы. На тот момент генетика окрасов была еще не изучена, как в наше время, поэтому любое проявление белой шерсти воспринималось как упоминание о белом бультерьере, представителе собаководства Англии, и решением СФАУ белый цвет убрали из списка допустимых в разведении. На сегодняшний день мы имеем немецких овчарок разного окраса. Но в принципе нам не важно, серые они, рыжие или черные, ведь не за цвет шерсти мы любим эту породу, а за то, что на протяжении долгих лет она остается верным и преданным другом. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго, до новых встреч!